Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале. Прошлый мой рассказ о посещении Музея воинской славы города Ельца я не рассказала еще об одной экспозиции. Сейчас я это исправляю и рассказываю вам вот как раз о тех экспонатах, которые посвящены художнику, необычному художнику. Этот художник имеет еще и звание медальера. Что это означает? Это означает, что этот человек участвовал в создании медалей и орденов. Он наш земляк, родился в Ельце, ну и постепенно развивалась его талант развивался, его деятельность. В 22 году он переехал в Москву из Ельца, и там уже продолжил свою работу в Центральном доме Советской Красной Армии. Здесь у него было много разных работ. Здесь и какие-то агит-плакаты, и что-то еще, и картины в том числе. Но более он известен, прославился как раз в годы Великой Отечественной войны, принимая участие в создании медалей и орденов. И смотрите, вот как интересно, это вот сейчас люди, работая на компьютерах, могут намного легче создавать различные эскизы, прорабатывать какие-то детали. А ведь раньше, раньше это все создавалось карандашом, набрасывалось, растушевывалось, затушевывалось. Очень тонкая работа, и потом это надо было еще утвердить на специальном совете. Это вот, конечно, фотокопия, но на ней видно, сколько это потребовало трудов. И знаете, еще был такой интересный факт, что этим художником создавался и эскиз за оборону Москвы. И это было как раз в то время, когда шли бои ожесточенные, кровопролитные, и еще неизвестно было, чем дело-то закончится. А художник уже рисовал медаль за оборону. То есть, видите, верил, что это все будет именно так, что Москву мы отстоим, и победа будет за нами. И, конечно, людей, отличившихся, надо будет наградить. И партизаны были не забыты. И они тоже были достойны за свои подвиги заслуженных наград и медалей. Вот как раз, смотрите, медаль за оборону Москвы. И еще один момент, который очень такой значительный факт в биографии этого художника, это создание медали Орден Славы. Она имеет 3 степени и вручалась только за личное, вот она, только за личное мужество рядового состава. То есть высшие офицеры, генералитет, им не вручалось ни соединением, ни подразделением, только за личное, за личную отвагу. А сейчас, по-моему, осталось в живых только 3 человека, которые были полными кавалерами этого ордена. А еще вообще в истории еще 4 женщины было. Всегда вспоминал город Елец Николай Иванович. Здесь черпал свое вдохновение. И вот он у картины, как раз на которой наш памятный Вознесенский собор. Умер в 1968 году, на 71 году жизни, похоронен в Москве. В Елец передал часть своих работ, хранятся они в музее, сохраняются. Ну вот, наверное, и все. Я заканчиваю. До свидания. До следующей встречи. С вами была Марина.